Так, посмотрим. Пу-пу-пу. Как собирать звезды. Так как я в этом сезоне на этой неделе планирую оставаться в G-лиге, посмотрим, насколько сильно топовые кланы на выходных проходят свиную гонку. По информации с Reddit, ребята там по миллиону зарабатывают, когда всем кланам по 3-4 тысячи уровней берут. Соответственно, надо будет соответствовать. Если у нас хотя бы 20 человек из клана будет просто отыгрывать на 1000, уже будет серьезный результат. Что до этого в тех лигах, где я 4000 очков брал, 4000 уровней свиной гонки, там активных игроков было там 5-6 человек. Все остальные там, ну... Посмотрим эту гонку, как пройдет. Сейчас у меня главная задача быстренько набрать максимально возможное количество звезд и перейти к следующему раунду, пока у меня есть время. Самая частая проблема — переборщить с количеством мобов. Передавить противника, и тогда, ну, когда лутбоксеры дойдут до башен и будут долбить башни, это не очень эффективно. Лутбоксеры зарабатывают звезды, когда бьют мобов только. Причем зарабатывают только те лутбоксеры, которые основные из пушки вылезли, которые через овердрайв не зарабатывают очки, вообще бесполезные. Много лутбоксеров плодить тоже плохо, потому что под конец, я так понимаю, есть определенный лимит, сколько они могут собрать. Вот сейчас розовые лутбоксеры собирают как раз именно звезды. Если у тебя 5-6 штук будет, они могут по чуть-чуть собрать и не добрать до конца. Вот сейчас мы собрали максимум, уже 2 звездочки вылетело. Можно сейчас их застакать вместе и пронести уровень, и также 20 тысяч очков набрать. То есть эта тактика подходит и для гонки свиной, и для звездочек. Но вообще коллеги пишут, что нет смысла даже звезды собирать, если можно чисто за выходные, за свиную гонку вытащить по миллиону, по полтора. И этого будет достаточно, чтобы держаться в лиге на высоких местах. И вот эти вот по 6000 сбора звезд вообще не нужны в течение недели. Да. Совершенно другие горизонты открывает. Еще проблема, когда твой противник слишком низкого уровня, то есть мобы слабые, ты очень быстро их продавливаешь. Иногда приходится перезагружать уровень именно через проигрыш. А если так не получается, ты его задавил полностью, ну, я иногда просто сбрасываю, закрываю клиента, открываю заново. В процентах 70 случаев можно будет переиграть последнюю битву. В 30% тебе засчитают поражение. И ты не сможешь повторно сыграть. Я сейчас специально стараюсь не попадать в ворота, чтобы мои лутбоксеры больше били мобов. Вот сейчас они там что-то прикурили. Ладно, заканчиваем. Вроде как больше 200 звезд собрал. Так, вот, отлично. У меня один раз так было, блин. Я почти добил, моб дошел. И когда я возродился, башня как бы автоматически добилась. Я получил 0 урона. Даже щиты не пробил. И там какая-то странная заставка. Типа переиграть.
Или принять, посчитать. Так. Очень много времени тратится на эту анимацию. Так, мне еще нужно зарядить башню щитами. И вот плашка с таймером не висит, непонятно сколько времени осталось. Бляха-муха. Яндекс задолбал. Так, все плохо. У огнемета есть две зоны. За кнопку его можно дергать, тогда будет срабатывать огнемет, вылазить мобы. Либо за нижнюю часть я держу, тогда работает он в обычном режиме. Просто генерит. А в сложных ситуациях, типа вот этой, он может сдержать большую толпу врагов. То есть не самая оптимальная пушка с точки зрения скорости. Так, хреново. Хреново. Хреново, сбрасываем. Сейчас покажу. 70%, что получится переиграть. Ну и 30%, что ничего не получится. Так, это мне не интересно. 6 минут. Ну, не получилось. 6 минут. Всегда лучше, когда ты гонишься, когда у тебя, допустим, закончился таймер и есть еще время, всегда лучше пойти кого-нибудь проатаковать, чтобы в следующий раз товарищи, чтобы получить ответки. Чем больше ответок, тем лучше. Можно брать ответки с активных участников клана. Кстати, вот эти вот леговские заставки по 7 секунд. Просто подарок. Мне какое-то время они почти всю неделю только их и показывали, эту рекламу. Потому что я жаловался на взрослый контент во всех рекламах. Видать, мне теперь детские стали показывать. Но потом они опять пропали. Самая лучшая реклама — это какая-то просто заставка с текстом. Какой-то там циан или что-то еще. Она вообще моментально сбрасывается. Я так за минуту промотал на башне, ну, вернее, на базе основной. 2 суток ожидания. 48 реклам. Очень быстро. Так, ну давай. С боксером уже посложнее 20-ку набивать. И звезды, и 20-ку. То есть добалансировать и время, и возможность начала размножения. Плюс с лутбоксером хуже, чем с мобзилой из-за наличия на карте препятствий, которые могут помешать. Типа либо башня ракетная, которая их уничтожает моментально, а мобзила сдалека ее заливает, эту башню. Либо зоны размножения, которые... Или чувак, который у мобов уничтожает. Вот он мне попортил в свое время. Либо какие-то корявые красные ворота. С ними вообще ужас. Так. По коллегам. Блин, Смирнова атаковать бессмысленно. От него никогда ответок нет. Там у него баг. Скорее всего, нужно ему перезагрузить. Переустановить игрушку. Блин. Либо зайти удаленно в его компьютер, в его телефон, подключить ему, посмотреть, чтобы у него Google аккаунт синхронизировался и переустановить, потому что ну, прям невозможно я так играть, как он говорит, без пиньят, без ничего. Проще уж с нуля прокачать. Обладая теми знаниями, которые у меня сейчас, я думаю, можно выйти на хорошую лигу. То есть не тратить время впустую на ненужные ивенты, а сосредоточиться только на сборе звезд и прокачке мобов.
Можно достаточно быстро подняться. Так. Самое сложное в переход на такой стиль было жалко накопленных билетов. Но без рекламы невозможно каждый раз там брать большие множители. Билеты я нашел способ копить другим путем. Я чуть позже запишу ролик под это дело. Так, как еще эффективно бороться? Атаковать своих, кто потом может дать обратку. Сокланов еще можно атаковать, ну, любого, до кого дотянешься. Это через рейтинг можно пробивать, ребят, но обычно в рейтинге все активные. Так не найдешь. Еще можно через раздел клана. Вот эта третья вкладка наверху справа. Клан, лига. Что-то залагало. Это что такое? Сбросилась клан лига заново. Star Wars Fans. В общем, можно на какой-то из топовых кланов или из списка заходить и по всему ростеру пробегаться и атаковать. Обычно кто в самом верху, самый активный. Ну, сейчас сбросилась лига, сейчас мы заново начинаем. Пу-пу-пу. Кто все эти ребята? Все активно играют. Вообще 21 человек, какие-то слабенькие кланы. The Best. Где тут кланы вообще? Кланы пока еще не раскачались. После первой свиной гонки тут появятся лидеры и все остальные ребята. Дать только сбросилась она. В следующем видео, если интересно, могу показать, как мне копить билеты. Потому что на некоторых ивентах они все-таки нужны. И явно они понадобятся на свиной гонке. Кстати, пиньята. Давайте следующее видео пиньята я покажу. Как проходить и откуда брать билеты на вот эти все истории. Как их копить, не лишаясь возможности пользоваться рекламой. Так, это бесполезная пиньята. Но на ней можно протестировать. Давайте следующее видео.